Всем доброй ночи, дорогие друзья. Сейчас я хочу вам подарить ритуал с картой, с дамой пик. Карта – это древняя система. Это очень древняя магическая система. Я как-нибудь более подробно объясню, хотя я очень много объясняла и говорила. В любом случае, карты принадлежат колдовству. Это магические формулы. Это как бы закрытый шифрованный язык древних жрецов, извиняюсь, ну и жриц в том числе. Через эти формулы, через эти знаки они передавали определенные знания, и карты могут любить или не любить человека. Карты подчиняются не каждому человеку. Сейчас очень модно стало открывать какие-то школы Таро, бесконечные школы карты, гаданий. Я даже недавно услышала бредятину по поводу того, что карты – это какие-то иконы, данные нам Господом Богом, чтобы мы безгрешно видели будущее. Ну, я понимаю, ну, всяких дураков хватает на самом деле. Но это было вообще наповал, ибо просто на картах смотреть не грех. Вы знаете, вот такие люди меня очень смешат, и смешат вообще тем, что хотят показаться и добрыми христианами, и берут колдовскую формулу и называют их безгрешными какими-то в общем, знаками, которые дают всего лишь узнать будущее. Эти люди не знают ни карты, ни магию, и эти люди пустозвоны абсолютные. Чушь несут. Ну, ладно уж, хрен с ними. Кто их слушает такого же уровня. Не будем зацикливаться. Карты – это очень древняя формула. Карты, дающие азарт, карты, дающие денежную силу. Это знаки такие, знаете, определенные, там, с определенным кодом. Но с картами надо осторожнее. Я всегда говорила и повторяю, что это не просто бумага, это знаки, это символы, за ними стоят силы. Вот Таро – прародитель наших обычных карт. Некоторые говорят, что Таро насчитывает 3000 лет, некоторые меньше, как бы считают, что 800 лет всего лишь. Я склонна думать, что Таро более древние знаки, потому что еще со времен Египта были определенные карточные системы, по которому определяли судьбу человека. Были из папирусов какие-то знаки, которые потом при раскопках выходили. И там были как бы фараоны разных мастей, луна, солнце и прочее, прочее. Считалось, что еще с тех времен карточная система была известна людям. Вы знаете, что люди, которые играют в карты, которые любят играть в карты, вот, например, шулеры, например, люди, которые хорошо в этом всем понимают, они тоже в какой-то мере вмешиваются в этот магический процесс, и карты их не отпускают. Вот практически так же, как, например, карты не отпускают ведьму, да, которая взяла в руки эти карты, она уже всю жизнь будет на них смотреть и предсказывать. Вот точно так же карты не отпускают человека, который играет ими и получает прибыль. Это уже становится частью их жизни. И вот отсюда, собственно говоря, вот это вот выражение, которое было приписано потом новым русским, блатным и так далее, вот это вот, оно вышло, знаете, откуда? Насколько объяснял человек, который всю жизнь играл в карты, полжизни сидел, полжизни играл, в общем. Так вот, он говорит, что таким образом удобнее просто карты держать в руках, как-то вот так вот, как-то переворачивать, не знаю каким образом. Поэтому отсюда идет вот этот жест, вот так вот, вот это вот состояние пальцев. То есть это тоже принадлежит картежникам. Если вы не знаете ритуалы с картами, лучше их не трогать. То есть проверенные ритуалы нужны и у людей, которым вы доверяете. Потому что вот недавно человек написала, когда я трезвонила год назад, что вот это вот ритуал нашей мадам Полынь с картами о том, что домовому даются карты, игра, деньги собирай и так далее. И я сказала, что картами делали порчи. То есть говорили, играй, и все имущество хозяина твоего проиграй. И оставляли где-то в таких местах потайных, чтобы человек не находил. Находили некоторые люди карты вот потом, когда дом разорялся, когда много смертей начиналось, много
в общем, разорений, и они все теряли практически. И они вот как-то, или продавая дом, или переставляя что-то, находили карты. Потому что картами вот таким образом делалась порча. А люди взяли, сделали себе якобы ритуал. И вот начинают уже мне писать вовсю: помогите, спасите, что делать. Когда вас предупреждает человек, этого человека вы хаете, обливаете дерьмом, вот это вот, знаете, стадный вот это инстинкт, все вместе, всем колхозом. А потом, когда вам приходит по башке вот это все, вот тогда вспоминайте, что человек вам советовал. Не ходил за вами кувалдой и не бил, а просто говорил: дорогие люди, картами таким образом невозможно привлечь деньги. Вы дадите своему домовому карты, а карты – это азартная система. И ваш домовой все проиграет. Вы понимаете, составитель ритуалов должен очень хорошо знать, полностью вообще знать и магию, и знать структуру и методы действия этих ритуалов, как они работают, почему так, а не иначе, почему именно вот таким образом, откуда что исходит, почему так делать, а не вот сяк и так далее. То есть человек должен полностью владеть ситуацией, знать, к чему дает, для чего дает. Вот тогда будет результат, и тогда не будет урона. Так что тут я сказала, там предупредила. Итак, берем даму пик. Дама пик, ну, вообще-то в раскладе, когда выходит, да, не очень хорошая, это такая тяжелая карта. Вообще пики, они тяжелые карты, как вы знаете. Они соответствуют картам Таро мечи. Удары, удары, удары. Что-то в этом роде. Итак, берем даму пик. Дама пик – это азартная карта. И дама пик имеет особую такую историю в традиции игромании еще с средних веков. Это об этом попозже поговорим. Даже опера есть, да, дама пик, если знаете. Посвящено оно одной светской львице из Петербурга. Как же ее звали? Элегия, по-моему, если я не ошибаюсь. Та, которая собирала тусовки в Петербурге и в Москве в том числе, и которые там хаяли Пушкина, издевались над ним, даже в какой-то момент подвесили возле его дверей рога. Вот что бывает, да, с людьми, когда начинается вот такое, как вам сказать, завистливое преследование человека. И вот, собственно, после этого он вызвал Дантеса на дуэль и погиб. Вот эта элегия, по-моему, да, элегия, ее называли дамой пик. Женщина-сплетница, женщина, приносящая неудачи. Она с детства была сирота, с детства ее не особо любили. Она выросла сама по себе. И богатый мужчина, который был старше нее, взял ее в жены и как-то поднял в этой жизни. Но, видимо, обиды детские вот так и остались в душе этого человека. И она всю жизнь занималась вот этими сплетнями, разношением туда-сюда. После смерти Пушкина многие от нее отвернулись. И она говорила: от меня отвернулись, как от вшивой кошки, те, которые вчера только со мной, смеясь, шутили над поэтом. Так вот, дама пик, та самая дама пик, которая имеет дурную славу, может вам принести определенную сумму денег. Хочу вам сказать, что денежная сумма вами брошенная должна быть, знаете, какая? Определенную сумму пишите, и эта карта должна у вас быть на весь год. Вы не должны повторять постоянно и так далее. На весь год эта сумма у вас должна приходить. Вот постоянно эта сумма у вас должна приходить и быть дома. Даже если у вас все деньги потратятся на что-то, эта сумма вот намертво будет ею хранима. Она все время эту сумму будет вам давать в любом случае. То есть у вас про запас эта сумма будет всегда. С одной стороны рисуем, изображаем, если уж честно, да, рисовать я не художник. У нас художницы есть великие где-то там. Знак масонов. По-другому еще называется всевидящее око. Знак масонов, который вообще закреплен за денежным эгрегором, и он приносит деньги, я хочу вам сказать. Не зря же его изображают на долларе. Долго не буду сейчас объяснять, почему, как, зачем и чего. Ну вот говорю, так надо, значит надо. Как моя бабушка говорила, так надобно и все тут. Знак масонов. Вот примерно вот так. Сейчас нарисую. Не обязательно, чтобы оно, как бы, знаете, было видно.
прям всем и вся. Насколько я помню, сейчас нарисую. Подождите секунду. Можно или с красными чернилами, или красным фломастером, или маркером, или черными. Поэтому я решила, что лучше черными, и вам виднее будет, да? Треугольник. Глаз. Так, чтобы было видно. Неважно, как вы нарисуете, знаете, прям вы не сдаете экзамен по ИЗО, вы можете изображать, как у вас получится. Главное, чтобы главные знаки здесь присутствовали. Так, чтобы оно высохло. Все, подули. На обратной стороне, где сердце, дамы, пик. Вот, ну, посередине, собственно. Давайте я напишу вот эту сумму. 100 тысяч. Я так пишу обычно. Это моя любимая сумма. И, как ни странно, она приходит очень быстро. Ну, это в моем случае. Итак, на одной стороне вот это. Стерлась, но ничего. Дорисую. На другой стороне вот это. Я, в принципе, вас учу. Потом, после того, как вы заговорили карту, носите не в кошельке, а просто в сумке. Просто положите в сумку. Сотрется она, останется. Это не имеет значения. Карта запомнила то, что вы просите. Читайте 6 раз. Карта. Ты приносишь деньги игроку. Удачу азартнику. Так и мне дай денег. Карта. Ты приносишь удачу в игре. Приносишь фарт в деньгах. Всюду и везде. Карта. Ты приносишь деньги игроку. Удачу азартнику. Так и мне дай денег. Прошу и получаю. Заклято. Карта. Ты приносишь деньги игроку. Удачу азартнику. Азартнику, да. Так и мне дай денег. Карта. Ты приносишь удачу в игре. Приносишь фарт в деньгах. Всюду и везде. Карта. Ты приносишь деньги игроку. Удачу азартнику. Так и мне дай денег. Прошу и получаю. Заклято. Ну, еще раз. Для верности. Карта. Ты приносишь деньги игроку. Удачу азартнику. Так и мне дай денег. Карта. Ты приносишь удачу в игре. Приносишь фарт в деньгах всюду и везде. Карта. Ты приносишь деньги игроку. Удачу азартнику. Так и мне дай денег. Прошу и получаю. Заклято. 6 раз прочитайте. Я 3 раза прочла всего лишь. После берете эту карту. Можете в мешочек положить. Можете просто в карман сумки. Ну, положите в сумку и носите с собой. Ну, та сумка, которой вы пользуетесь. Когда вы переложите свои вещи там, или там, ну, поменяйте, одним словом, сумочку, перекладывайте в ту сумку. И увидите, что у вас будет. К концу года можете просто сжечь эту карту. Ну, не обязательно там переживать ничего. Если она там что-то с ней случится, порвется или что, просто возьмите, сожгите и повторите этот ритуал. Он всего лишь потеряет силу и больше ничего. Никакого вреда не принесет. Всем удачи и всех благ.